Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами Андрей и Наталья. Я чаще всего шью, а Наталья чаще плетет и декорирует. Мы хотим сделать лоскутное одеяло, но с расцветкой еще не определились. Поэтому будем проводить эксперименты. Сделаем 3 лоскутных блока из 4 цветов ткани. Причем кроить и собирать будем по одной и той же схеме, в одной технике. А потом будем просто подбирать цвета. Идея наших лоскутных блоков очень простая. Вырезаем из 2 тканей 4 квадрата размером 12,5 на 12,5 сантиметров. А потом собираем из маленьких квадратов квадрат побольше. Делаем мы это очень просто. Вначале складываем квадратики разного цвета лицом к лицу и прошиваем по краю прямой строчкой. Прокладываем строчку от края ткани на расстоянии чуть больше 5 мм. В начале и в конце строчки мы обязательно делаем закрепки. Сшили квадраты между собой. Проутюживаем их и расправляем швы. Теперь снова прикладываем заготовки лицом к лицу и прошиваем по краю прямой строчкой. И собираем из них большой квадрат. А потом проутюживаем и раскрываем швы. Вот так наша заготовка выглядит с изнанки. Швы раскрыли на 2 стороны и проутюжили. В нашем случае это особенно важно, потому что машинка у меня самая обыкновенная. И если шов будет слишком толстый и плотный, она просто не сможет его аккуратно прошить. Чтобы свободно экспериментировать с оттенками цветов, мы собрали 3 таких заготовки. Теперь разметим и разрежем все 3 заготовки. Отступаем 5 см от каждого угла. Делаем отметку ручкой. Чернила нашей ручки исчезнут после того, как мы проутюжим заготовки. Сделали отметки на заготовке. Теперь с помощью линейки и кольцевого ножа разрежем ткань от одной метки до другой. Таким образом, у нас получается всего 4 разреза. Можно резать блоки и ножницами, но у меня сейчас просто нет подходящих ножниц. Вот, смотрите, что получилось. Нарезали блок, теперь поменяем лоскутки в заготовке местами. Смотрите, как можно играть 2 цветами. Мы разрезали все 3 заготовки. Вот, посмотрите, что получилось. Теперь будем менять лоскутки в разных заготовках и увидим, какая комбинация оттенков будет наиболее удачной. Даже если просто изменить положение серединки, весь рисунок уже будет смотреться по-другому. Все ткани в синей цветовой гамме, поэтому должно все получиться. Единственное, что меня смущает, так это слишком контрастный ярко-синий цвет в одном блоке. Хотя изначально именно на него возлагались большие надежды. С цветами в блоках мы практически определились. Начнем собирать блоки из лоскутков. Технология со всеми блоками будет одна и та же. Вначале собираем 3 части между собой, то есть 3 по 3. Все заготовки собираем одинаково. Вот смотрите, мы прошили лоскутки между собой. У нас получилось 3 части. Вот так выглядит лицевая сторона, а так изнанка. После того, как мы прошили лоскутки, мы их сразу проутюжили. Теперь собираем 3 части в одно целое. Прикладываем вначале один крайний лоскуток лицевой стороной к центральному и прошиваем по краю. А затем прикладываем второй и тоже прошиваем по краю прямой строчкой. Собрали блоки. Вот так они выглядят. Теперь наша задача проутюжить швы и сами блоки. Проутюжили лоскутные блоки. Вот смотрите, что у нас получилось. Теперь нам нужно выровнять блоки, то есть с помощью линейки и кольцевого ножа обрезать все лишнее.
обрезали и проутюжили. Вот такая занимательная геометрия у нас получается. Симпатично, необычно и в то же время довольно просто. А вот как сочетаются два блока, лоскутки которых мы поменяли между собой местами. Из этого, как мне кажется, может получиться что-нибудь интересное. Не только одеяло, если таких блоков сшить побольше, но если по краю добавить кайму, из 4 блоков, например, уже может получиться одна сторона замечательной декоративной подушки. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, пишите нам. Мы читаем все комментарии. Всего вам доброго. До свидания.